Величественный город Венеция, королева Адриатики. За элегантным фасадом знаменитых сводов и каналов скрывается бурная история тысячелетней республики, грозной военно-морской державы. Но у этого великого города было не совсем обычное происхождение. В эпоху расцвета Римской империи в этой прибрежной лагуне располагались лишь небольшие рыбацкие поселения. Но в V веке нашей эры Западная Римская империя была опустошена варварскими племенами. Когда Италия стала ареной сражений гуннов, готов, восточных римлян и лангобардов, многие находили пристанище в лагуне. В 726 году эти беженцы избрали Орса своим дожем, первым в непрерывной череде 117 дожей, которые правили Венецией на протяжении 1000 лет. Почти 200 лет большая часть Италии находилась под властью воспрянувшей Восточной Римской или Византийской империи. Ее итальянская область, известная как Равенский экзархат, пала под ударами лангобардов в 751 году. Только Венеция устояла, надежно защищенная своей лагуной. В ответ на призыв папы о помощи Карл Великий и франки пришли в Италию и разгромили лангобардов, но им так и не удалось захватить Венецию. Сын Карла Великого, Пипин, король Италии, как говорят, умер от лихорадки, подхваченной в болотах, окружавших Венецию, когда он пытался атаковать город. В последующие десятилетия Венеция подтвердила свою независимость от Византийской империи. Благодаря своему расположению она превратилась в торговый центр между Европой и Востоком. Венецианские купцы продавали итальянское зерно и вино в великий город Константинополь, а оттуда покупали пряности и шелк для продажи в Западную Европу. Прежде всего, ранний успех Венеции принесла торговля солью, жизненно важным консервантом средневекового мира, добываемым в солончаках и лагунах. Венецианцы дошли до того, что назвали соль «il vero fondamento del nostro Stato» – истинным основанием нашего государства. В 828 году два венецианских купца, посещая Александрию, тайно вывезли предполагаемое тело святого Марка в Венецию, чтобы поднять престиж своего родного города. Мощи святого были захоронены в новой великой церкви города – соборе святого Марка. Первая базилика была уничтожена пожаром в 976 году. Сегодняшний собор, освященный в 1094 году, стоит на том же месте. Святой Марк стал покровителем города, а его символ, крылатый лев, стал гербом республики и украшал ее штандарты. Венецианские торговые пути на восток страдали от пиратов с Балканского и Североафриканского побережий. Поэтому Венеция построила флот, чтобы изгнать их из морей, и обложила гарнизонами стратегически важные гавани и острова вдоль побережья Адриатического моря. К 1000 году дожи Венеции также стали носить титул герцогов Далмации. Основным венецианским военным кораблем была галера, приводимая в движение 150 веслами и треугольными латинскими парусами, установленными на носу и корме. В качестве оружия использовался таран и около 30 арбалетчиков. Галеры также использовались для перевозки дорогостоящих грузов, таких как пряности, шелка или драгоценные камни. В 1103 году началось строительство знаменитого венецианского арсенала, гигантской казенной верфи, ставшей одним из крупнейших промышленных центров Европы, где работало около 2000 человек и выпускались сотни кораблей в год. Арсенал стал первопроходцем во многих современных промышленных технологиях и на протяжении веков поддерживал военно-морскую мощь Венеции.
Вооруженная мощным флотом и выгодными торговыми концессиями от византийского императора, Венеция превратилась в величайшую торговую и военно-морскую державу в Восточном Средиземноморье. Впрочем, венецианское могущество обеспечивалось благодаря проницательным переговорам и преследованию собственных интересов. Это была эпоха крестовых походов, и Венеция находилась в близких отношениях с государствами крестоносцев как союзник и торговый партнер. В 1202 году Четвертый крестовый поход прибыл в Венецию в поисках кораблей, которые могли бы доставить их в Египет, но у них не было денег, чтобы заплатить за них. Дож Энрико Дандоло почуял выгоду. В обмен на займы он сначала уговорил крестоносцев захватить для Венеции Задар, а затем, когда отношения между Венецией и византийцами испортились, напасть на сам Константинополь. В 1204 году величайший христианский город мира был разграблен самопровозглашенными воинами Христа. Венеция получила свою долю трофеев, наиболее известными из которых стали 4 бронзовые лошади с ипподрома Константина, которые нашли новый дом на фасаде собора Святого Марка в центре Венеции. Дож Энрико и крестоносцы разделили между собой Византийскую империю. Венеция получила острова Эгейского моря, Крит и стратегически расположенные города Мадона и Корона, известные отныне как «Два глаза республики». Такой раздел принес Венеции небывалое богатство и могущество, но вызвал ожесточенное соперничество с другой итальянской морской республикой – Генуей. Более века эти два итальянских города-государства боролись за господство в Восточном Средиземноморье. Их войны простирались от Леванта до Сицилии, от Эгейского до Черного моря и Адриатики. Во время этих войн венецианский капитан по имени Марко Поло попал в плен и использовал время, проведенное в генуэзской тюрьме, чтобы надиктовать описание своих путешествий по Китаю. Соперничество переросло в региональный конфликт. Генуя заключила союзы с габсбургским герцогом Австрии, королем Венгрии и Падуей. Венеция с возрожденной Византийской империей, Кипром и Миланом. Военные действия привели к тому, что в 1379 году Венеция подверглась нападению как с суши, так и с моря. Генуэзские войска заняли Кьоджу, расположенную всего в 24 километрах к югу от города. Но Венеция чудесным образом перевернула ход событий, впервые использовав галеры, вооруженные пороховой артиллерией, чтобы поймать в ловушку и захватить генуэзский флот. Войны окончательно завершились в 1381 году Туринским миром. Венеции пришлось пойти на значительные уступки, поскольку, как и Генуя, она была истощена войной. Но если Генуя вскоре стала жертвой внутренних расприй, то Венеция переживет поразительное возрождение, во многом благодаря своей уникальной системе правления. Чудеснейший город Венеция, богатый золотом, но еще более богатый славой, сильный властью, но еще более сильной добродетелью, построенный как на прочном мраморе, так и на гармонии своих граждан. Петрарка. В то время как в Западной Европе господствовали короли, утверждавшие, что правят по божественному праву, несколько итальянских городов-государств вернулись к классическим формам правления, в первую очередь к идее республики, что в переводе с латыни означает «общественное дело». Однако на пике своего могущества светлейшая Венецианская республика находилась в руках знати. Только те, чьи имена были занесены в Золотую книгу, реестр знати, могли войти в Большой совет, который назначал всех высших чиновников с помощью сложной системы голосования и жеребьевки. Из числа членов совета выбирали 40 человек для формирования куарантии или совета 40, отвечавшего за экономические вопросы, и от 200 до 300 человек для формирования сената, главного законодательного органа, в который входили адмиралы, генералы
и дипломаты республики. Выборным главой правительства оставался дож. Его полномочия неуклонно сокращались, и к 1400 годам, как шутили венецианцы, он был не более чем вывеской таверны, декоративным символом власти, хотя и продолжал обладать огромным влиянием. Главным органом власти республики была сеньория, состоявшая из дожа, 6 членов его малого совета и 3 представителей совета 40. К ним могли присоединиться 3 особых совета, известные как «сави», дословно «мудрецы», образуя полную коллегию. Совет 10, в свою очередь, имел особые полномочия по борьбе с нарушениями. В итоге система обзавелась таким количеством сдержек и противовесов, что перемены в лучшую или худшую сторону казались немыслимыми и нежелательными. Устройство Венеции – неотразимый образец мудрости и эффективности. Гаспаро Конторини. Со временем в Европе сложилось мнение, что венецианская система власти сочетает в себе 3 классические формы правления – демократию, олигархию и монархию в идеальном равновесии, а значит, обеспечивает социальную гармонию и стабильность. В венецианском мифе, как его стали называть, не учитывались существовавшие в республике традиции попыток переворотов, разгула коррупции и социальной напряженности. Однако венецианцам удалось добиться редкого для средневекового мира и эпохи Возрождения успеха – создать прочное, стабильное и эффективное правительство. У Светлейшей Республики была еще одна, поразительно современная особенность – лучшие дипломаты в Европе, опытные послы в каждой столице и при каждом дворе, посылающие в Венецию информацию тайным шифром со всего континента. Венеции понадобится любое преимущество, ведь в ближайшие годы ее ожидают ожесточенные войны с соседями-итальянцами и другие испытания для страны. Большой вашей ошибкой, венецианцы, было посягательство на мир других государств. Мало вам того, что вы живете в самом прекрасном государстве Италии. Если бы вы знали, как вас ненавидят всюду, ваши волосы поднялись бы дыбом. Вы одни, а против вас весь мир. Галиатца Сфорца. На протяжении веков Венеция оставалась в стороне от территориальных конфликтов своих итальянских соседей, сосредоточившись на своих морских владениях. Но война с Генуей, и особенно захват генуэзцами Киоджи, показала венецианцам, что их город уязвим. В 1404 году на нее снова напали бывшие союзники – род Каррара из Падуи. Но республика собрала многочисленную армию со своей страны и одержала победу, присоединив Падую и завоевав Верону. Затем последовали новые завоевания во Фриуле. Дож Франческо Фаскари, чье 34-летнее правление было самым долгим среди всех дожей, был уверен, что Венеция должна продолжать расширять свою территорию в Италии ради собственной безопасности. Он использовал огромные богатства республики, чтобы нанимать отряды наемников, возглавляемые капитанами, известными в Италии как кондотьеры. Их название произошло от итальянского слова «кондотта» или «договор», и они были важной составляющей итальянских военных действий с 1300-х годов. Изначально эти наемные отряды возглавлялись иностранцами, каталонцами, немцами, венграми и даже англичанами и формировались из их числа. Но к 1400 годам уже итальянские кондотьеры стояли во главе этих войск, вели войны от имени враждующих государств, а иногда и сами завоевывали итальянские земли. Кондотьеры часто переходили на сторону того, кто больше заплатит. Столь же неверными и непокорными были и их солдаты. Поскольку они сражались только ради личной выгоды и часто меняли сторону, их не интересовала бойня. Поэтому их сражения нередко были весьма театральными и практически бескровными. Амбиции венецианского дожа и его кондотьеров привели к столкновению Венеции с ведущей державой Северной Италии Миланским герцогством.
Между двумя государствами и их союзниками началась долгая война, в ходе которой венецианцы одержали великую победу при Маклодио. Последовавший за этим мирный договор увеличил территорию Венеции, расширив ее на запад за пределы Бергамо до реки Адда. Но вскоре война вспыхнула вновь. В течение почти 3 десятилетий север Италии опустошали отряды наемников. Некоторые лидеры увековечили себя в истории, как, например, Франческо Сфорца и Бартоломео Каллеоне. В конце концов, по Лодийскому миру Венеция получила Домини ди Терраферма, материковое государство, в придачу к Стато-да-Мар, своим заморским владениям. Затем последовали 40 лет относительного мира, нарушенного в 1494 году, когда король Франции Карл VIII вторгся в Италию с большой армией. Его целью было подтвердить свои наследственные притязания на Неаполитанское королевство, но его действия объединили против него даже таких злейших врагов, как Милан и Венеция. Итальянские государства образовали Венецианскую лигу во главе с папой Александром VI и сразились с королем Карлом при Форново, но не смогли помешать его бегству обратно во Францию. Это было начало длительного конфликта, получившего название «Итальянские войны», в результате которого Северная Италия стала главным полем битвы в ожесточенном противостоянии между королями Франции и императорами Габсбургами. Войны проходили на фоне итальянского Ренессанса и протестантской реформации, сложного и масштабного процесса, который продлится 6 десятилетий. Первое проявление итальянского единства было недолгим. Вскоре Венеция перешла на другую сторону, заключив союз с королем Франции против Милана с целью добиться территориальных приобретений. Венецианские амбиции теперь рассматривались как серьезная угроза со стороны ее итальянских соседей. Среди них не было более беспощадного, чем Папа Римский. Папа Юлий II, человек, который поручил Микеланджело расписать Сикстинскую капеллу и создал знаменитую швейцарскую гвардию, был полон решимости сокрушить венецианское могущество. «Венеция», — провозгласил он, — «будет возвращена к статусу рыбацкой деревни». Папа Юлий наложил на Венецианскую республику интердикт, смелый шаг, который фактически означал запрет на проведение основных обрядов и таинств католической церкви. Кроме того, он собрал грозный альянс против Венеции, Камбрийскую лигу, самую могущественную из всех, с которыми когда-либо сталкивалось одно итальянское государство. Венеция столкнулась с экзистенциальной угрозой. В 1509 году в битве при Аньяделло ее войска потерпели сокрушительное поражение от французского короля. Один из современников, флорентийский дипломат Никколо Макиавелли, писал, что Венеция в один день потеряла то, на завоевание чего у нее ушло 800 лет. Однако итальянские войны были известны не только своими бесчинствами, но и переменчивыми союзами и крутыми поворотами. В течение года папа переметнулся на другую сторону, заключив союз с Венецией для борьбы с французами. Затем Венеция поменяла сторону, выступив на стороне Франции против папы, и помогла одержать сокрушительную победу над швейцарскими наемниками папы при Мариньяно. Всего через 8 лет после того, как Венеция была под угрозой уничтожения Камбрийской лигой, Нуайонский договор восстановил практически все ее прежние территории. Республика столкнулась с мощной коалицией врагов. Но благодаря тонкой дипломатии, политической гибкости и некоторому везению ей удалось выжить. Я был поражен видом этого города. Филипп де Камин. Несмотря на долгие годы войны, Венецианская республика была движущей силой итальянского возрождения.
а XV и XVI века оказались для нее лучшим периодом. Венеция была родиной великих художников эпохи Возрождения, таких как Джованни и Джентилле Беллини, Витторе Карпаччо, Тициан и Тинторетто. Архитекторы, такие как Палладио, и ученые, в частности, Франческо Барбаро. Он был одним из первых гуманистов, посвятивших свою жизнь поискам, изучению и распространению текстов из Древней Греции и Рима. Венеция стала маяком для величайших европейских умов той эпохи. Среди посетителей были великий голландский философ Эразм Роттердамский и итальянский астроном Галилей, который продемонстрировал Дожу свой телескоп. Но венецианцы имели репутацию скорее практиков, чем мыслителей. Их город славился как центр ремесленного мастерства, где производились лучшие в Европе изделия из стекла, а также шелка, хлопка и резьбы по дереву. Нигде так блестяще не сочетались меркантильные и научные традиции города, как в мире книгопечатания. Дож Кристофоро Моро выдал первую в городе лицензию на печать в 1469 году. Через 30 лет Венеция выпускала больше книг, чем Флоренция, Милан, Рим и Неаполь вместе взятые. Альд Мануций изобрел мягкую обложку и задался целью издать все дошедшие до нас великие произведения Древней Греции. К концу XV века Венеция стала мировой столицей книгопечатания. Вся эта промышленность на фоне города, который часто называют самым красивым в мире. Венецианцы объединили архитектурные идеалы эпохи Возрождения с уникальным расположением лагуны в своем городе и создали шедевр. Знаменитый Гранд-канал, мост Риальто и мост Вздохов, где заключенные в последний раз любовались красотами Венеции, прежде чем спуститься в камеры. А вдоль всего Гранд-канала – палаццо великих купеческих семей города. При всем своем величии вести дела в этом городе приходилось крайне нелегко. Венецианские купцы были самыми вероломными, лживыми, вороватыми негодяями, в существование которых я раньше не мог поверить, как писал один из гостей, немецкий живописец и гравер Альбрехт Дюрер. «Не будите наш страшный меч, ибо мы будем вести жесточайшую войну против вас повсюду. Не уповайте на ваши сокровища, ибо мы неминуемо избавим вас от них. Остерегайтесь, чтобы не вызвать наш гнев». Османский султан Селим II, синьории Венеции. В то время как венецианская культура процветала, за морями держава столкнулась с новой страшной угрозой. В 1453 году Византийская империя, которую Венеция помогла ослабить за 2 века до этого, пала перед турками-османами. Поначалу отношения между Венецией и османами были деловыми. Венецианским купцам было позволено остаться в Константинополе с теми же торговыми привилегиями, которые они всегда имели при Византийской империи. Но не было никаких иллюзий относительно следующей цели турок. Султан Османской империи Мехмед Завоеватель твердо решил уничтожить Венецианскую республику. Натиск не заставил себя ждать. Первыми пали Аргос и Негропонте, хотя Венеция изо всех сил пыталась защитить свои владения от османских захватчиков. Это противостояние будет продолжаться, то вспыхивая, то затухая, более 2 столетий. Венецианский флот, некогда доминировавший, был превзойден османским флотом
во главе которого стояли такие опытные адмиралы, как Хайреддин Барбаросса. К 1500 году даже два глаза республики, Мадона и Корона, оказались захвачены. Сменявшие друг друга дожи могли лишь беспомощно наблюдать за тем, как рушится венецианская мощь на востоке. В 1570 году османы напали на Кипр. Гарнизон Фомагусты сдался только после 11-месячной осады. В нарушение условий капитуляции венецианский командующий Маркантонио Брагадин был сожжен заживо. После столетия венецианских поражений усилия по созданию христианского альянса против османов наконец увенчались успехом, и Священная Лига, возглавляемая Венецией и Испанией, отправила мощный флот на восток. Они встретились с турками в крупнейшем в истории сражении на галерах при Лепанто. Венецианцы, воодушевленные желанием отомстить за ужасную смерть Брагадина, привели христианский флот к ошеломляющей победе. Но при всей своей славе эта битва мало что изменила в расстановке сил в Средиземноморье. Натиск османов был лишь ослаблен, но не побежден. Владение Критом – это внешняя линия защиты Италии, ворота, через которые может пробраться вероломная сила турок, нанеся огромный ущерб большей части Европы. Венецианский посол Джованни Сагредо Оливеру Кромвелю. Затем наступил период мира, но теперь Венеция стала слабеющей державой. Престиж республики всегда был связан с ее господством на морях, но сейчас ситуация резко ухудшилась. К тому же она отстала в технологии кораблестроения. Пока Венеция держалась за свои старые галеры, португальские и испанские капитаны выходили на своих каравеллах и карраках в Атлантику, открывая новые морские пути на запад, в Америку, на восток, в Индию и Восточную Азию. На протяжении веков богатство Венеции зависело от восточных торговых связей с Византийской, а затем с Османской империями. Теперь она оказалась за бортом. И пока Венеция вела дорогостоящие войны в Италии и Средиземноморье, город неоднократно опустошала чума. Первой была черная смерть 1348 года, но вспышки эпидемии в 1575 и 1629 годах были почти столь же смертоносными. Каждая из них унесла около трети населения города. Правительство делало все возможное, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Жителям было приказано оставаться дома, хотя для похорон самого известного художника города Тициана было сделано исключение. Вновь прибывшие должны были изолироваться на борту корабля на 40 дней. Кварантена, от которого и произошло слово «карантин». В ослабленной войнами и чумой Венеции османы увидели возможность легкой победы. В 1645 году они напали на последнее крупное заморское владение Венеции – Крит. Республика сплотилась. Были собраны средства среди дворянства, а коронованным особам Европы были направлены призывы вновь сражаться за христианство. Но на этот раз Венеция осталась в одиночестве. Большую часть Крита удалось быстро захватить. Но под руководством Франческо Морозини, который, как говорят, всегда вступал в бой со своей кошкой под боком, порт Кандия оказал героическое сопротивление, которое продолжалось 21 год, одна из самых долгих осад в истории. Одновременно в Эгейском море разворачивалась грандиозная борьба. Венецианцы и османы практически сравнялись в военно-морской мощи. В конце концов, венецианцы в одиночку не смогли спасти Крит. В 1669 году, после гибели многих тысяч людей и разрушения города, Кандия сдалась османам.
Спустя 465 лет венецианского правления Крит окончательно пал. Через 15 лет Венеция и дож Морозини получили шанс отомстить. В 1683 году османы потерпели поражение у ворот Вены, и Венеция присоединилась к масштабному контрнаступлению, известному как Великая Турецкая война. Морозини во главе армии отвоевал Левкаду и Пелопоннес, который тогда назывался Морея. Но во время осады Афин венецианцами один из их снарядов попал в Парфенон, где османы хранили боеприпасы. В результате взрыва в 2000-летнем храме были разрушены колонны и обрушилась крыша. Однако новые греческие земли недолго пробыли под венецианским контролем. К 1714 году османы достаточно оправились, чтобы начать стремительную завоевательную кампанию в Морее. Это 7-я по счету война между Венецией и Османской империей стала последней. Причина была проста. Венеция больше не была средиземноморской державой. Она низведена до пассивного существования. Ей больше не нужно ни воевать, ни заключать миры, ни изъявлять намерения. Простой зритель событий в стремлении не принимать в них никакого участия. Она делает вид, что не интересуется ими. Граф Пьер Дарю. В XVIII веке Венеция продолжала блистать как культурный маяк. Город, ослеплявший посетителей своими каналами, соборами, оперой и искусством. Лишившись империи, Венеция превратилась в государство величественного, роскошного застоя, жесткого консерватизма, неспособного к реформам. Промышленность, торговля и военная мощь были преданы забвению. Поэтому, когда французские революционные войны вновь превратили север Италии в поле битвы, Венеция уже не могла ничего противопоставить. В 1796 году молодой французский генерал Наполеон Бонапарт, обладающий мощной армией, потребовал от республики капитуляции. Дожу и Большому Совету ничего не оставалось делать, как принять его условия. Французы при поддержке итальянских революционеров уничтожили символы старого режима и гордой истории независимой Светлейшей Республики. Лошади Святого Марка были среди сотен произведений искусств, собранных и отправленных в Париж. На празднике свободы, знаки отличия и одеяния последнего дожа, а также знаменитая «Золотая книга» были вынесены на площадь Сан-Марко и сожжены. 1000 лет венецианской независимости подошла к концу. В 1797 году Венеция отошла к Австрии, затем была включена в состав Наполеоновского итальянского королевства, а после поражения Наполеона вернулась к Австрии в составе Ломбардо-Венецианского королевства. Однако венецианский патриотизм не был искоренен полностью. В 1848 году, вдохновленные революциями по всей Европе, ее граждане восстали против австрийцев, провозгласив образование республики Сан-Марко. Австрия постепенно восстанавливала контроль над своими итальянскими территориями, но Венеция, поддерживаемая своим давним союзником морем, держалась дольше всех. Австрийцы даже пробовали запустить в город аэростаты с бомбами, первая в мире воздушная бомбардировка, но результаты оказались сомнительными. После 17-месячной осады Венеция капитулировала и вернулась под контроль Австрии. На революции 1848 года разожгли пламя итальянского национализма и стремления к объединению. Мечты Рисорджимента были реализованы в 1860-х годах, и Венеция стала частью нового национального государства
Королевство Италия. И хотя империя давно канула в лету, великолепие Венеции никуда не исчезло. Она остается магнитом для художников и поэтов. Ее архитектура и лагуна очаровывают таких живописцев, как Тернер и Мане. Ее романтические водные артерии манят писателей от лорда Байрона до Эрнеста Хемингуэя. Сегодня Венеция сталкивается с проблемами массового туризма и повышения уровня моря. Венецианцы сопротивляются как могут, успешно оказывая давление на власти, чтобы те меняли маршруты самых больших круизных судов и ограничивали размер туристических групп. Но в настоящее время Венеция оказалась на передовой глобального климатического кризиса. Есть опасения, что до конца века она может быть поглощена морем. Этому необычному городу, центру могущественной морской империи, просуществовавшей более 1000 лет, предстоят новые сражения. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ивану Семкову.